Расскажу, как сделать обычный картофельный суп наваристее, сытнее и вкуснее. А в конце видео лайфхак или хороший добрый совет от моего мужа, как сделать суп универсальным. В кастрюлю отправляю 1 очищенную картофелину, заливаю холодной водой, чтобы картофелина была покрыта. И добавляю 1 лавровый листик и несколько горошин душистого перца. Накрываю крышкой и отправляю на огонь. Еще мне нравится добавить сердцевинки сладкого перца. Я их замораживаю отдельно в сезон заготовки. В любом бульоне они добавляют приятную нотку. Отправляю к картошке в кастрюлю, пусть все вместе варится, а на сковороду наливаю растительное масло и подготавливаю овощи для зажарки. У меня очень большая луковица, поэтому беру половинку, нарезаю небольшим кубиком и отправляю на сковородку, пусть жарится. Чтобы не скрести острым лезвием по пластмассе, сбрасываю лук с разделочной доски тупой стороной ножа, а также нарезаю небольшую морковку. Нарезка овощей соломкой или брусочками мне кажется вкуснее. А лук на сковородке в это время поджаривается. Огонь делаю средний, чтобы лук не горел, а просто выжаривался. Картофель в кастрюле закипел и варится. А вы на канале готовим с вами вместе. Репчатый лук на сковороде хорошо поджарился, стал красивый и золотистый. Можно добавлять морковь и сразу перемешиваю с луком. Пусть жарится все вместе. И за это время очищаю и нарезаю картошку, тоже соломкой. Ее промываю под холодной водой 2-3 раза, чтобы ушел лишний крахмал. Морковь на сковороде стала мягкой, значит зажарка готова. Выключаю. Теперь проверяю картофель. Легко прокалывается вилкой и легко снимается, значит готово. Переношу на стол на тарелку, а в кастрюлю отправляю нарезанный картофель. И если есть, добавляю миллилитров 300 заранее приготовленного говяжьего бульона. Можно использовать любой. Всего у меня супа получилось 2 литра. А отварную картофелину разминаю вилкой до состояния пюре. Погружной блендер не использую, а то получится клейстер. Такое пюре, добавленное в суп, дает яркий картофельный вкус и добавляет сытость. А картошка в кастрюле начала закипать. Убираю ненужную пену. А затем добавляю в кастрюлю подготовленное картофельное пюре и хорошо размешиваю в кастрюле, хотя при кипении оно само растворится. Бульон получится не прозрачным, а мутноватым. Даю прокипеть минуты 3-4, чтобы картошка сварилась, и добавляю всю зажарку. Теперь можно добавить любую зелень. Перемешиваю, солю по вкусу. У меня это чайная ложка на литр супа, если бульон не был соленым. И последний штрих – это чеснок. Зубок чеснока натираю на терке и добавляю последним в суп. Хорошо перемешиваю, чтобы чеснок не получился комком. Как только суп закипел с чесноком, сразу же выключаю. Ароматный, сытный, наваристый картофельный суп получился. Убираю лавровый лист, чтобы не отдавал больше горечи. А теперь совет от моего мужа. Очень многие знают, что сварить суп с крупой или вермишелью можно, но часто крупы перевариваются, а вермишель на следующий день становится невкусной. А решение очень простое. В готовый картофельный суп можно добавить и готовый рис. Чаще всего рис я готовлю в мультиварке. И таким образом рисовый суп готов. Риса можно положить и больше, и меньше. Точно так же и с гречкой. Можно добавить готовую гречку в готовый картофельный суп. Получится гречневый суп очень быстро. Густоту можно регулировать, но больше всего моему мужу нравится картофельный суп с вермишелью. И вермишели добавить побольше. Тогда получится почти лагман. Скажите, а вы используете картофельный суп как универсальный? Напишите в комментариях. Мне очень интересно узнать. Приятного аппетита! И готовьте с удовольствием!